Russian documentary subtitled. Двойка, четверка, пятерка, единица. Казанские эко-волонтеры ловко раскидывают пластиковые бутылки по разным контейнерам. Прозрачные – в сетку, белые и крашеные – в одну из специальных сумок. На маркировку можно и не смотреть. Всю пластиковую упаковку они давно узнают в лицо. На всех бутылках стоит вот такая маркировка. Я вот вам могу, наверное, даже ее показать. Треугольничек, и там написана единичка и подписано PET. Если его нету, то есть на дне вот такая вот пипочка. То есть это, как правило, PET-бутылка, даже если она без маркировки. Здесь у нас мы собираем только прозрачный пластик. В следующий контейнер мы кидаем второй вид пластика, то есть это двойка и четверка. Это вот такие контейнеры, как правило, из-под бытовой химии. Дальше у нас есть макулатура. Макулатура – это любые журналы, тетради, учебники, даже можно глянцевые журналы, упаковка, да, бумажная. И последний вид – это у нас различные виды мягкого пластика. Насколько я знаю, они в Казани перерабатываются не очень хорошо, но именно в рамках акции у нас вот переработчик их забирает. А вообще самый востребованный вид пластика – это пэтка. Для активистов движения «Экологично» подобные сборы вторсырья – обычное дело. Такие мероприятия проходят примерно раз в месяц на разных городских площадках. Но сегодня не просто сбор. В этом году по всей стране проходят экологические акции под названием «Эко-двор». Праздники, благодаря которым в каждом российском дворе должны появиться контейнеры для раздельного сбора отходов. Во всяком случае, волонтеры на это надеются. У меня, например, рядом с домом стоит такая сетка, она постоянно заполнена. То есть ее вывозят, и она снова заполнена. Это говорит уже о том, что люди-то, в принципе, уже начинают понимать, для чего это все. Экоактивистка Екатерина Тертишникова переехала в Казань из Барнаула. Она проводила акции по раздельному сбору у себя на родине, проводит их и здесь. Она, кажется, знает о мусоре все. Ей есть о чем рассказать и с чем сравнить. Я не могу жить по-другому, потому что я понимаю, что, после меня остается 400 килограммов мусора каждый год, я так не хочу. Я понимаю, что можно вообще его к нулю свести при правильной организации быта всего лишь. Началось все с первой коробки макулатуры, которую я начала дома собирать, и я ее не знала, куда сдать, но я ее физически не могла выбросить в мусорку. То есть я ее собирала. Мне говорили родственники: боже, сколько ты можешь копить эту коробку, уже пора все выбросить. Я говорю: я не могу. И потом я просто вот нашла ребят, которые также не могут, как я, и мы с ними замутили акцию. На празднике «Эко-двор» действует несколько площадок. Пункт приема, куда можно сдать практически все виды вторсырья. Фри-маркет. Здесь можно пристроить ненужную одежду и вещи или найти что-то для себя. Экологический лекторий и зона мастер-классов. Здесь детей и взрослых учат дарить вещам вторую жизнь. Все занятия и разговоры, все игры и лекции только об одном – как сократить потребление и начать жить осознанно. Каждый житель нашей страны производит примерно 400 килограммов мусора в год. За год жители России выбрасывают около 60 миллионов тонн мусора. Всего в России накопилось более 30 миллиардов тонн отходов, произведенных людьми и предприятиями. Мы на самом деле всех обучаем на наших уроках экологии, что ламинированные вещи невозможно переработать, ламинированную бумагу. Поэтому, когда вы находитесь в магазине и что-то берете с прилавка, старайтесь обращать внимание на то, насколько она яркая, блестящая и так далее. Потому что чем больше вот этого блеска, тем меньше вероятности, что ее можно переработать. К сожалению, вот эти вот рекламные всякие штучки, они не очень хороши с экологической точки зрения. Волонтеры и активисты подходят к вопросу сортировки мусора эмоционально. Печальные видео, удручающие фотографии и неутешительная экостатистика должны впечатлить людей настолько, чтобы они все как один начали сортировать отходы и возить их на переработку. Профессионалы
подходят к делу более рационально и знают, что чудо не произойдет. Внедрение раздельного сбора – это колоссальная работа, перестройка человеческого сознания и всей системы. Что такое в нашем представлении мусор? Это многокомпонентная все-таки среда, в которой содержится несколько сотен различных химических веществ. Естественно, когда мы говорим переработка мусора, мы подразумеваем прежде всего ее сортировку. И раздельный сбор отходов направлен как раз на то, чтобы рассортировать имеющийся мусор на различные фракции и таким образом облегчить дальнейшую переработку отдельных фракций. Естественно, что каждая фракция отходов, то есть каждый вид отходов, он проходит определенную переработку, то есть на определенный технологический цикл проходит. Макулатура, соответственно, поступает на бумажные комбинаты, перерабатывается при помощи воды горячей, да, соответственно, каких-то добавок компонентов. Из нее получается либо вторичный картон, либо туалетная бумага, либо какие-нибудь наполнители, да, связанные с бумагой. Пластик, в зависимости от видов, делается гранула, дальше направляется на изготовление каких-то пластиковых изделий, либо вторичных бутылок и так далее. Стекло тоже можно перерабатывать, но, к сожалению, сейчас экономика по стеклу построена таким образом, что оно не очень востребовано. Так, в целом в нашем мусоре пока на данный момент содержится не более 5% ценных компонентов, которые можно переработать. На все остальные их можно отсортировать и собрать, но, к сожалению, на них не имеется технологий, да, или оборудования, методов, которые позволили бы получать полезную продукцию из этого вторичного сырья. Россиянам часто ставят в пример Швецию, Японию или Швейцарию. Мол, шведы раскладывают свой мусор по 10 контейнерам. Японцы приучены разделять вторсырье едва ли не на 70 компонентов. Чем мы хуже? Нам профессиональные экологи рекомендуют пока завести хотя бы 2 мусорных ведра. Так называемый дуальный сбор отходов освоить довольно просто. Мы пропагандируем дуальный сбор отходов, когда мы говорим, если вы считаете, что это вторичное сырье, если у вас есть представление, что это вторичное сырье, складывайте все вместе. То есть в данном случае картон, бумага, пластиковые бутылки, стекло, всевозможные пакеты. Да, если вы считаете, что они подходят под вторичную переработку, складывайте их в отдельный контейнер. Но, пожалуйста, не мешайте их с пищевыми отходами, с отходами загрязненными, с опасными отходами, связанными с какой-нибудь бытовой химией и так далее. То есть если вот такой процесс дуального сбора наладить, то в целом дальше все равно вторичное сырье проходит на дополнительную сортировку, и уже компетентные профессиональные люди рассортировывают, выбирают из этого вторичного сырья ровно то, что подлежит переработке на данный момент, и то, что необходимо. Мы очень часто приводим пример про, например, чай, да, который мы покупаем в коробочке, который упакован в слюду, да, например, в пакетиках, чайные пакетики. То есть мы снимаем, слюду, это один вид отхода. Дальше идет у нас картонная коробка, это еще один вид отхода. Дальше мы достаем оттуда пакетик, который упакован в индивидуальные саше, да, то есть это саше — это третий пакетик. Дальше мы вытаскиваем чайный пакетик. Сам пакетик состоит из одного материала. Там есть металлическая скрепочка, там хлопчатобумажная ниточка, еще бумажный ярлычок. То есть в одном вроде бы самом простейшем отходе, да, содержится десяток компонентов. И если представить, что мы все это задались целью рассортировать, то, конечно, это, в общем, довольно трудоемкий труд, и надо подходить к этому с большой долей осознанности, осмысленности. Вторичной переработке подлежит макулатура, стекло и пластик. В отдельный контейнер стоит складывать бумагу, картон, газеты и журналы, полиэтиленовые бутылки, пакеты и другую пластиковую упаковку, стеклянные банки, бутылки, а также битое стекло. Кроме того, в пункты приема вторсырья нужно сдавать опасные отходы – аккумуляторы, энергосберегающие лампы и батарейки. Нельзя смешивать вторсырье с пищевыми, загрязненными и опасными отходами. Ближайший пункт приема вторсырья ищите на карте recyclemap.ru. Сегодня на экскурсию в Поволжскую экологическую компанию приехали студенты-экологи из города Бахчисарая. Ребят пригласили в Казань активисты молодежного экологического движения «Будет чисто в Татарстане» для знакомства, обмена опытом и совместной работы. Вернувшись домой, студенты Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна и преподаватель Людмила Федорова планируют создать свое экологическое движение. Пока же в их городе нет ни одного волонтерского экопроекта. До того, как я пришла работать в колледж, я работала в лесозащите.
То есть свой лес и природу Крыма я видела каждый день в своей работе. Я работала инженером-лесопатологом, то есть связь с природой очень сильная. И когда ты видишь, что твой город и твой родной дом так загрязняют и уничтожают, это, правда, действительно очень больно и обидно. И хочется этим поделиться. Как говорят мои студенты, один в поле не воин, и поэтому действительно хочется, чтобы это была какая-то организация, чтобы люди разделяли мой взгляд, да, и шли к какому-то вот общему делу. Делали какое-то вот, не знаю, что-то полезное. Из 3 переработанных тетрапаков могут получиться 2 шариковые ручки. Около 700 банок понадобится для того, чтобы сделать велосипед. Казалось бы, что может быть проще? Переработанный мусор, как по волшебству, превращается в новые вещи. Но волонтеры знают, что использованные тетрапаки пока не перерабатываются практически нигде в России. И нужно очень постараться, чтобы найти в городе контейнер для металлических банок. Далеко не все готовы на подвиги во имя спасения мира от экологической катастрофы. Да этого и не нужно. Незаметные маленькие дела, ежедневный осознанный выбор, более экологичные покупки, более ответственный подход. Вот, пожалуй, и все, что мы можем сделать прямо сейчас. Если мы говорим об экологичном образе жизни, то здесь надо уже быть ответственным, нужно уже думать, что ты покупаешь, что ты берешь, стараться брать даже бумагу туалетную бурого цвета, которая уже переработана из бумаги, да, которая уже переработана из вторичного сырья, потому что белая бумага, которая там более дорогая, более красивая, возможно, она сделана из древесины, то есть пришлось там срубить дерево, чтобы сделать эту туалетную бумагу. И вот своим выбором мы как раз заявляем об экологичности своей. Казань присоединилась к общероссийскому экопроекту «Дарим лес». В этом году в столице Татарстана планируется посадить 100 тысяч деревьев. Стать участником проекта просто. Вступайте в группу «Дарим лес», следите за анонсами и всей семьей приходите сажать деревья. «Территория мира» — это истории людей, которые делают мир лучше. Это рассказы о волонтерах и активистах, о социальных и благотворительных проектах. Этот и другие выпуски «Территории мира» смотрите на нашем YouTube-канале. Russian documentary subtitled